Добрый день, добрый осенний день, дорогие друзья из уютной Варны. Я нахожусь в местах, в которых когда-то жил. Это район Колхозин-Базар, то есть район центрального рынка. Посмотрите эти места. Я сейчас вот посетил одно местечко. Тут раньше был квартальный барчик. Сейчас я вернусь, покажу вам. А то я хотел что-то вот просто так пройтись и думаю, это же непозволительно быть в таких местах и вообще и не показать вам Варну без украс, без, как я вот это люблю делать. Вот видите, вот мы подходим, вот такой вот тротуарчик уютный, тихий, не слышно ни гула машин, ничего, а это центр. И вот этот мой бывший любимый барчик, вот такой вот, вот он. Сейчас мы отойдем подальше. Его сейчас нету. Вернее, телефон есть, можно позвонить. Все было чуть-чуть по-другому, но все так же, вот тот же асфальт, видите, тот же вот этот вот кусочек бетона здесь, как и 15 лет назад. Здесь на улице стояло 2 столика, вот там справа от двери 3, низкие потолки. Очень было уютно, такие столы со скатертями настоящими. А я жил вот там вот, вот туда дорога ведет налево. Сейчас я посетил своего первого наставника по компьютерам, Петр. Вы его не знаете, если будет возможность, я как-нибудь поснимаю репортаж. С ним очень интересный человек, он занимается еще GPS-навигацией для кораблей, разрабатывает эту всю вот ерундистику. И очень большой мастер по компьютерам и телефонам. Да, я сейчас проконсультировался насчет телефона, потому что начал мерцать. Телефон, экран начал мерцать. Но не всегда, а иногда. И он говорит, это нехорошо. Да я сам знаю, что это нехорошо. И надо сделать апгрейд ноутбуку, поставить еще один жесткий диск. Петр говорит, что у него есть и на 2, и на 4 терабайта. Ну, кто в теме, то знает. Вот что меня очень греет. Вот это любимые варнинские такие маленькие магазинчики разного плана, и продуктовые, и вещевые, всевозможные кафешки, вот такие вот, видите, вот раз, сейчас вот специально подойдем поближе, посмотрите, вот магазин Розмерта, что здесь продают, что-то, что-то вот женские колготки, там всякие там проливали, но сам факт, посмотрите, какой размер у Розмерты. Маленький такой магазинчик. Вот напротив тоже такие магазинчики. И что характерно, вот для курящих тут везде продаются сигареты, не как в Кишиневе, только в супермаркетах. Блин, и не купишь нигде больше. Тут на каждом углу продаются и сигареты, и все что угодно. И что характерно, здесь не поубирали вот эти вот будки, как у нас. Вот тут очень много в Варне, большая мода вот этой. Ксерокс. Называется копиринг-центр. Но это не как у нас понятие. Вот будка была там ксероксом. Тут это как канцтоварный магазин. Копиринг-центр. Там штук 5, 7, 10 ксероксов стоят разных, черно-белых и цветных. Там и продаются канцелярские товары. Короче, очень много. Нету проблем, как в Кишиневе. Вот я как оформлял себе пенсию в Кишиневе, там проходил комиссию, я заколебался, искать эти ксероксы, потому что все будки поубирали, и у нас это совсем не развита отрасль оказания услуг по ксероксу так широко, как в Варне. Вот этот магазин, в нем еще работала моя бывшая жена. Вот продуктовый магазин от хозяйка. И тут велосипеды. Рядом был где-то вот барчик, помню. Такое название у него было. Но уже его нету. Это на месте велосипедов он был. Да. Тут это вот моя улица. Неофит. Бозвели. Я тут раньше жил. Когда-то очень давно, как будто в прошлой жизни. И поэтому мне приятно посетить эти места и показать их и вам. Вот здесь с левой стороны, сейчас скоро
будет интересный домик. По крайней мере, он был, я не знаю, сохранился он или нет. Очень такой симпатичный. Ага, есть немножко дальше. Вот посмотрите, видите, вот тут какие дома, вот с правой стороны девятиэтажка, но совсем не чувствуется ее груза с правой стороны. С левой вот 4-5 и оно как-то не нагружает психику, мозг. И вот там дальше вот был магазин, помню, тоже интересный такой, там конфеты, продукты немножко, алкоголь. Я там покупал конфеты, да, сигареты. И вот этот вот домик рядом, видите, между домами. Посмотрите, какой симпатичный частный домик и какое уродство рядом залепили. Вот это серое, многоэтажное, безликое. А, и магазина уже тоже нету, гараж. Вот этот домик, посмотрите. Этих домиков такого плана в Варне очень много. Видите, вот какой домик интересный, частный. Это все старые варнинские дома. Но здесь он так, а вот там, где вот их много, где вот только одни частные домики, там вообще такая лафа, так уютно. Очень уютно. Вот это улица Неофит Бозвели. Но меня редко кто сможет поправить теперь уже, потому что тут у меня зрители в основном наши русскоязычные, болгар мало. Или тех, кто из Варны. И еще меньше тех, кто... О! Майя, здравейте! Стаман, здравейте! О, снимем за свой последователи. Таман после тих Петъра. И питам за Велеса. На работа летай? Не, вкъщи и още спи. Не лошу. Не лошу. Пока сюда входа и снимем свойте. Тука живее же, помните, да? За свойте последователи. Радвам. Добре, аз тогава после ще посетя. Добре. Поздрави на Велес. Големи поздрави от Едито. Добре. Долу горя, добре. Сега тук реших да се поразходя. То с квартал, то с район. До колхозния надолу. Да снимам малко. Имаше много дървета, но вече ги няма. И в Просто дървета и не посадиха нови. В Кишинев същата работа. Едно към едно. Откастраха те склони на центъра, на големите дървета. По същия начин. Ето, съдиха те изпъща брезичката, Ага. а пред контората отрязаха дървото и няма нови. Трябва сами да съдим. Какво да правим? Да, трябва да дишаме, да живеем, да. Има промени тук. Добре, на работа отавате? В офисчето? Не, тук Ага, големи поздрави на Велес. Да, големи поздрави, да. Аз може даже да... Как е времето? Молдова. Времето ли? Да. Същото. Само, че леко по-студено. Леко по-студено от Варна. Да, тук има разлика. Моренцето събират слънцето, после го връща. В Кишинев няма такива екстра. Къде? В Литва, казвам, в Молдова. Вот мы встретили жену моего друга, адвоката Велеслава. Я вот сейчас попробую, у него любимая поговорка, говорит, Велес, ой, тут дорогу сделали. Раньше здесь будка была, но это не важно, да, все равно вы не знали. Я говорю, Велес, чем ты занимаешься? А он говорит на болгарском: разводе, продажбе, покупке и кражбе. Разводы, продажи, покупки и кражи. Видите, все, даже на русском больше рифмы. И опять напомню, что в Варне все кофеаппараты, все стоят на улице. Доступ к ним круглосуточный. И цена на кофе, вот сейчас, видите, вот мы в центре, не на Золотых Песках, посмотрим. 40 тебе шинайский, 50. 60. Да. Вот я видите, вот мы разговорились, 60 статинок самый дорогой кофе. Даже 70. Макачино с коньяком. Дорогие лыжи. 7 лей для молдаван. Остальные все делят пополам и получают евроценты. А если в левах, то есть
Если цена больше, то тогда уже получается в еврох. Если вот цена 2 лева или 4 лева, делите пополам, получаете цену в евро. Вот тут я жил раньше. Где мой подъезд? Ага, вот за этим серым Фордом. Да. Да, именно. На 4-м этаже. И рядом был магазин. Вот так и есть, представляете, 15 лет прошло. А магазин все там же стоит, только он сейчас закрыт. Хранитель не стоки. По крайней мере, вывеска не претерпела никаких изменений. Вот. Мы сейчас двигаемся плавно, постепенно и уверенно, и честно, как говорил Саша, в сторону колхозного базара, то есть центрального рынка, или сокращенно базара. И мне надо замедлить ход, потому что мое автономное отопление, я, знаете, как хожу, чуть-чуть больше усилий прилагаю, поэтому мне надо двигаться спокойнее или делать остановочку. Так, ой, как тут хорошо, видите, центр Варны, улочки, спокойно так, все размеренно, особенно сейчас начнется, а вот в декабре, до декабря осталось немного, в декабре начнется вот это, называется Коля дни украси, ну, предновогодние украшения, Коля, да, а у нас в нашем крае, где Саратове, говорят Кола, да, тут говорят Коля, да, там у нас говорят Коля, да. Предновогодние праздники, Рождество, и начнутся украшения всякие, скидки. Ну, скидки так вот, украшения, знаете, окон, витрин, мне очень нравится. Вот тут слева был раньше офигительный барчик, а сейчас с этим положением многие позакрывались, к сожалению. Увы и ах, как говорится. А вот там вот по этой улице, вот уже там, видите, перекресток, уже виден центральный базар. Будем называть, как положено, колхозен базар. И там такая бодышка, сюда была крычма, болгары называют, как в молдавских сказках, крычма, крычмарь. И такая не пафосная, такая душевная. Туалет на улице. Офигительно. Некоторые начнут ныть: вот, хотим сервис, хотим то, хотим все. А мне нравится все простое, знаете, потому что там душевно. Там собираются простые люди, соседи, все друг друга знают. Там и телевизор, и интернет, и круглые столики были. Я не знаю, если оно работает, потому что время идет. Что делать? Кто-то скажет: ой, неухоженное, все нормально, все очень уютно. Главное, чтобы было душевно. Знаете как? Мне не нужен такой полированный газон бездушевный, где нету души, где все ходят как зомби, как роботы. Мне нужна душа, чтобы было душевно. Знаете, вот я за это ратую, этим хочу делиться с вами на своем канале. Я ищу такие места. Ну, смотря кто что ищет, и кто еще важно, кто что и как видит. Я, допустим, в этом дворике вижу какую-то душевную историю. Кто-то скажет: грязно, неухоженно. Вот в этом доме, видите, где написано Айкос, да? Я вижу тоже интересную историю какую-то. Если бы эти домики и деревянные окна могли разговаривать, сколько бы они рассказали вам и нам интересных историй. Так, тут у нас что, светофора нету. О, Porsche. Вот такую бы хотел, Porsche Panamera. Почти. А еще видел вчера вот эту Панамеру, этот GT или Sport, она отличается, она как универсал типа. Вот все демократично, все, видите, как люди взяли пиво. Вот угол колхозного базара, вот он. И рыбный павильон на углу, вот он, пахнет рыбой даже.
Ой, заложенная крыша, это как называется? Эти комиссионки. Вот это большая мода в Варне. Это капец. Все есть. И золото, и компьютеры, и телефоны. Ну и там, как правило, тоже бывают мутки. Сомнительные комбинации, которые надо стараться избегать. И вот мы идем по тротуару. Это улица широкая, как же она? Наверное, неофит Босфоры тоже. Вот. Агроаптека, сортовые семена. Все на русском. Кто там возникал, что в Болгарии много латиницы. Латиница есть, но не до такой степени. Нету таких извращений, как в Кишиневе, там фиш-маркет, всякая хера-бура. Тут все преимущественно свое. Вот видите, спешно-ключарская помощь. Это скорая помощь по изготовлению ключей. Видите, как аттрактивно. И вот взглянем на базар, так кинем взгляд, потом пройдемся по нем. О, надо найти местечко для отдыха. Вот такие вот улочки здесь. Важно. Так, идем, как нам идти. Так, справа не интересно, слева гораздо интереснее. О, будем идти по дороге и снимать павильоны. Видите, из-за Италии. Но там, однако, вещи. Это не успели снять, поменять вывеску. Почти все как в Кишиневе, вот на Болгарской. Почти все так же. Аптека, стандартная аптека. Тоже их, но не так много, конечно, как в Кишиневе. Хватает. Почти то же самое, короче. Почти то же самое. Сортовые семена. Саженцы. Все, что хотите. Пожалуйста. Вот еще один вход в базар. Вход, даже заезд. И здесь проходик есть такой потайной. Торбички, чували, торбочки, мешки. Здесь, видите? Какие хотите, оптом. И даже вот есть эти. Ага. Вот надо будет сюда потом зайти. Вот тут всякие тоже посуда, аксессуары. И бабушкино село. Видите, написано Бабино село. Лафа. А вот вижу мой барчик издалека, любимый. Посмотрите, вот видите, там вот два таких домика на той стороне. Видите? Черепичная крыша. Вот тот возле стены большого дома. Вот это тот барчик, о котором я вам рассказывал, квартальный, у которого туалет на улице. И рядом такой домик, цветы продаются. Сейчас зайдем, проверим, что там. Но снимать не буду, потому что они могут не захотеть внутри. Но он должен работать. Вот, видите, оптика, и там виден дворик, в котором находится туалет. И вот бар такой, видите, то, что любит ваш автор. Бодыжки такие маленькие, такие душевные. И вот здесь электрозаправка. Заряжаются автомобили. 400 ватт. 22 киловатта зарядка. 3,7 это маленькая. Для замалки, да, тес 3,7 киловатта. Ага, шумка. За кулилет это кило. Да, а это большое 22 киловатта для автомобилей. И вот здесь стоят. Это ваш? Кто? Не мой. Вот мы и посетили это замечательное фольклорное душевное место. И как-нибудь я приду сюда днем и попрошу снять интерьер. Дворик. Простой дворик. Без пафоса. Все как я люблю. И как любят те, кто это знает и понимает. Идем дальше. И пользуясь случаем, сейчас пройдемся по... А теперь привет вам. И продолжение этого видео хочу разделить именно базар, чтобы базар начинался, когда я выхожу с бара, отдельным видео, чтобы не путалось, потому что, судя по аналитике, мало кто из вас доходит до конца в одном из видео. Иначе это получилось бы очень большое видео, примерно там на 40 минут, 50. И поэтому продолжение смотрите в следующем ролике.
Здравствуйте. Знаете меня? Нет, просто смотрю, что вы делаете. Да, снимаю привет кишиневцам и болгарам, да. Хотите передать привет? Да. Кому? Ну, болгарам. Болгарам, давай. Да. Вот женщина проходила и доброжелательно хочет передать привет Передаю привет всем болгарам, здоровья. и молдаванам. Щас. И Молдаванам, Молдаван. которые далеко от Молдовы и Да. скучают. Сейчас. Да, и Щас. передаю привет, счастья, здоровья. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, видите, какие у нас хорошие люди проходили и Да. передали привет. Да. Спасибо. Как Пожалуйста. вас зовут? Маргарита. Маргарита, очень приятно. Маргарита вот передала вам привет. Вот Маргарита. Вот она передает вам привет всем кишиневцам, Да, всем, кто жил в Кишиневе когда-то и скучает, и живет Да. далеко, да. и болгарам, и евреям, и Да. гагаузам, Да. и всем Всем с добрыми пожеланиями. добрыми пожеланиями. Да, из Здоровья. Кишинева. Здоровья и счастья. Спасибо вам большое, Маргарита. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Вот так вот. Видите, как гостеприимно, как тепло у нас люди с открытой душой в Кишиневе передают привет. Вот так вот. У нас подорожал хлеб. Хлеб подорожал, да, черный хлеб 8 лей. Да, да. Обалдеть, был 5, а зарплата та же, и пенсии те же самые. Да, те же самые. Ай-яй-яй, вот так вот. Не знаю, как мы, да. Ну ничего, не будем унывать. До новых встреч, дорогие друзья. С теплыми, приятными пожеланиями к вам. Видите, как спонтанно, без режиссуры, без сценария, мы передаем вам привет из... Да, вот Маргарита говорит, травка появится, листики, почки расцветут, и будет тепло и уютно и на душе, и на теле. Травку, говорит, будем есть. Ну, не-не-не, все хорошо. Господь с нами, Боженька не даст нам остаться без еды. Вот сосед тоже говорит, черемшу будем собирать, крапивы, леуштян появится, Будем собирать и будем... щавель. И будем кушать все, что Бог нам послал, с удовольствием. Да. До новых встреч, дорогие друзья. Привет вам из зимнего Кишинева, февральского.